Здравствуйте! Смотрим. В курятник я приезжаю всего лишь на несколько часов. Кто снес яйцо? А будет выживать в мороз. Вот сидит кто. Вкус кушает моя собака. Наверное, это уже последний раз я их закрываю. Теперь буду оставлять открытым. Потому что опасно, уже квочка бьет цыплят. Оставлять закрытыми их опасно. Комбикорм курица пошла собирать, естественно. А цыплята боятся. Ее они боятся. Ну, выпусти цыплят, а потом будешь кушать комбикорм. Выходите. Все вышли. Буду оставлять их уже открытыми. Они уже по росту приблизительно такие, как квочка. Дополнительно укреплю вокруг сетку. Посмотрю, где везде есть дырочки, позакрываю и все равно их оставлю, потому что они уже большие, и тем более квочка начала уже их обижать. Смотрите, все правильно. Как только квочка начинает обижать цыплят, а это мы увидели в прошлый раз, и уже она снесла яйца. И после вот этого момента очень опасно оставлять в закрытом помещении квочку с цыплятами, потому что как только она снесла свои первые яйца, она начинает цыплят обижать. Поэтому теперь этот домик останется открытым, когда я буду уезжать. И цыплята с квочкой будут ходить свободно по всему вольеру. И сейчас я наблюдаю, она их гоняет. Но когда вольер есть, а не закрытое помещение, то цыплята могут убежать. И это для них не опасно.
И покажу вам, как получилось. Перекапываю вольер. Делаю я это периодически. Таким образом, весь куриный помет, которые залежи травы или же потерянная картошка, которую нежелательно кушать, потому что она уже пропала, закисла. Так вот перекапывается вольер. Не скажу, что это было легко сделать. Все-таки, когда в вольере живут индюки, они очень сильно затаптывают. Своим весом очень сильно затаптывают вольер, поэтому копать нелегко. Но результат мне больше нравится. Куры могут погребтись, куры могут что-то найти, каких-то червячков, паучков, жучков. Это тоже дополнительная польза от перекапывания вольера. В ведре у меня 2 яйца шелковой белой курочки. Я иду в курятник. Посмотрим, кто у нас еще сидит. Голошейка. Вот сидит кто. Видите, когда гнезда еще не убраны, после дней моего отсутствия в курятнике скапливается мусор. И на этом мусоре задерживается вот такое горячее яйцо. Смотрите, оно еще мокрое. Вам видно? Оно еще мокрое. Вот так задерживаются яйца. Но в таких гнездах это не страшно. Придет следующая курочка, заденет это яйцо, естественно, и оно покатится в яйцеприемник. И отсюда я заберу яйца, когда приеду. Тут нет пока, и тут пока никого. Смотрим, что у нас, сколько яиц у меня. Снесли мои курочки, пока меня не было на даче. Неплохо, неплохо. И собираю. Я в своих видео показываю все как есть. Приезжаю в курятник и показываю все, что делаю. И, естественно, собираю яйца. Каждый раз, когда приезжаю, собираю яйца. И все, что делается и в курятнике, почти все, что на огороде делается, показываю. Конечно, когда я еду в курятник, я приблизительно знаю, что буду делать. Я имею в виду, что я буду курочкам вкусное давать из овощей. Приблизительно знаю, что где нужно будет убирать.
вычистить или поменять подстилку. Все это приблизительно я наперед знаю. За столько лет содержания кур на расстоянии я приблизительно знаю весь объем работы, который мне предстоит, когда я приезжаю. Поэтому все делаю четко, быстро. Времени очень мало, приезжаю на несколько часов. И это еще не все. На мусоре держится еще вот одно яйцо, смотрите. И вот еще яйцо. Естественно, когда я уезжаю, я должна оставить в курятнике и корм, и воду, и чистые гнезда, в которые курочки мои смогут нестись, и яйца будут скатываться отлично. Поэтому сейчас все это убираю. Если яйца нигде не разбились, то это просто беру сухую тряпку и все это сметаю. Вот не заметила. Вот такое яйцо есть. Ну, это не страшно. Если не повреждена внутри пленочка, то такое яйцо я использую в еду. А если яйцо повреждено и там разрыв этой пленочки внутри, то такое яйцо скушает моя собака. В верхних гнездах тоже вижу раз и два. Не страшно. Смотрите, там все сухо. Поэтому такие яйца можно кушать. Естественно, в первую очередь. А это целое, красивое, вот такое необычного цвета. Не знаю, камера не передает, но яйцо очень красивого цвета. Вот так мои курочки могут в любое время подойти и кушать. Зерносмесь, сухая зерносмесь у них есть всегда. Ну, а за этим яйцом я приду попозже. Смотрю, что в это гнездо уже очередь. Очередь в это гнездо, да? Надо ставить второе. А ну-ка посмотрим. Посмотрим эту очередь. Точно очередь. Вот так вот я поставила здесь ящик, и гораздо лучше. Не разгребается солома, гнездо на месте, все на месте. Главное, чтобы эта барышня не уселась на яйца высиживать цыплят. У нее уже 2 попытки было. Ну, ждать я не буду, пока она снесется. А ну-ка. Так. 2 яйца огромных курочки, которая стояла в очереди. Значит, она сегодня снесет уже. Идет яйцо нести. И яйца вот этой должны быть здесь. Ага. Есть. Есть. И, наверное, она уже снеслась. Вот. Яйца шелковой курочки. Все,
вставай. Ого, наелась. Все? Все я собрала яйца, все. Все. Здесь яйца собрала. Ставлю обязательно им вот такой вот защитный щит. Куры любят спрятаться. Если нет возможности такую досточку поставить, то можно сделать шторку из ткани, из любой ненужной ткани. Куры любят прятаться где-то в уединенном вот таком вот приблизительном месте. На открытом чистом поле куры нестись не любят. Зашли сами в домик, проголодались, кушать пришли. А эта курочка в очереди стоит. Стоит снести яйцо в гнездо. Ждет, пока серая снесется. И проверяем третий вольер. В третьем вольере у нас есть одно яйцо. Ну вот, легорны уже начинают нестись опять. Беленькое такое, покажу вам на свет. Смотрите, какое белое-белое яйцо. Прям как цвет курицы. Красивое яйцо. Вот такое. И тоже закрываю, притеняю гнездо, чтобы курочка могла здесь спрятаться. Куры любят прятаться, и тогда они хорошо несутся. Вот так вот куры, птица борется с паразитами. Они купаются в песке, в золе. Делают себе вот такие купальни и купаются. А мы с вами можем им помочь в этом. А мы с вами можем помочь курочкам Эктосан пудра. Я опудриваю кур под крылышками и под хвостиком. И вот такая пудра від эктопаразитів. Любую пудру, которую найдете, тоже будет хорошо. Я периодически, регулярно это делаю под крылышками и под хвостиком.
Вот таким образом мы можем помочь курочкам избавиться от паразитов. Газовая горелка. Опаливаю все стыки на гнездах. И в самом гнезде тоже, только очень будьте аккуратны. Деревянная конструкция. Очень аккуратно. Поднимаю аккуратно шторы. И все хорошо гнездо обхожу вот этой газовой горелкой. И регулярно опрыскиваю весь курятник. Сибацил, бутокс. Любой из этих препаратов разводите по инструкции. Я делаю немножко больше концентрацию, меньше воды, больше средства. И опрыскиваю курятник. Также это действует побелка известью. Очень хорошо работает против этих паразитов. И в этом году я еще испробовала одно средство, которое вообще-то оно для огорода. Это средство для борьбы с вредителями на огороде, но очень хорошо в курятнике борется с красным клещом. Это средство называется Твикс. Развожу его в большой концентрации. Пакетик, маленький пакетик, который продается в магазине Твикс, я развожу в литре воды и тоже опрыскиваю насесты и гнезда. Это средство очень вонючее, конечно, но эффективное. Привет! Здесь тоже будет яйцо скоро. Это бункерные кормушки, которые мы сделали сами. И из этих кормушек куры, посмотрите, не могут выгребать зерно. Это самое главное в хозяйстве, когда экономный расход зерносмеси. Зерносмесь не разбрасывается, а вся только находится в бункерной кормушке. И курочки выгребти оттуда ее не могут. Эти кормушки мы сделали сами. У меня есть видео со всем процессом изготовления этих бункерных кормушек. И есть видео подробные размеры. Это самое главное, размеры этой бункерной кормушки, потому что здесь очень важна и глубина этого бункера, и высота, чтобы курочки не выгребали оттуда смесь. Снесла яйцо и сразу идет кушать. Слышите, сообщает, что она снесла яйцо. Попить надо, покушать сразу. А я сразу заберу это яйцо, чтобы оно не оставалось на следующий раз. Здрасте. Здравствуйте. А тут уже уселась другая. Так, отдай мне это яйцо ее.
отдай. Вот она, есть. Ой, какое хорошенькое. Аккуратненькое, маленькое. А здесь будет большое яйцо. Все, забираю. Все лето кушаем клубнику. Это самая сладкая клубника в мире. И смотрите, сколько ее еще будет. Очень много будет еще. Это Суприм. Еще цветет даже. Все лето есть клубника. Уже осень, сентябрь, а мы все еще кушаем клубнику. И есть еще Альбион. Тоже есть клубника все лето. Это Альбион. Очень удобно вот такую морковку мелкую натирать на кухонном комбайне. Мы сейчас уже начали копать
морковку. И вот вся мелкая морковка, но не только мелкая, вот поеденная и дротяником. Все это идет в курятник. Чем быстрее мелкую морковку потереть и скормить курочкам, тем лучше, потому что мелкая морковка быстро вянет и быстрее пропадает. Поэтому сразу стараюсь мелкую пустить в курятник. А для кур это очень полезно. Это кладезь витаминов. Там очень-очень в морковке много витаминов. И одновременно мы витаминизируем птицу. Ну и ожидаем большое количество яиц. Я вам рассказывала, что куры живут у меня на даче сами. И когда я приезжаю, я им даю что-то из сочных кормов. Это может быть вареная картошка, морковка, буряк или же капуста. В каждый свой приезд стараюсь что-то из этого дать. И получается, что у них конвейер из овощей. В морковке очень много питательных веществ, очень много витаминов, каротина. А каротин нам нужен именно для полезности в яйце. И яйцо будет очень полезное. Так как мои куры живут на расстоянии, то зерносмесь у них есть всегда 24 часа в сутки. То есть мои курочки могут кушать зерно всегда. Поэтому овощи в рационе питания таких кур должны присутствовать обязательно. Скоро начинается зима. И как бы вы ни старались, это нормальный, естественный процесс, когда птица откладывает жировые отложения. Эти жировые отложения должны греть курицу зимой. Это хорошо, это нормально, что у курицы будут жировые отложения на зиму. Поэтому я считаю, что неправильно говорить, что курица зажирела, в ней много жира. А как же курица будет обогревать себя зимой, когда будет мороз, и она должна будет выживать в мороз? Конечно же, благодаря этим жировым отложениям. Природный процесс. Поэтому, если у курочки есть жировые отложения, особенно в осенне-зимний период, это очень-очень хорошо. Спросите, почему я это делаю прямо в вольере? Натираю картошку, натираю морковку в вольере, потому что у меня ограниченное количество времени, и мне проще принести сюда терку, натереть в вольере и просто помыть, чем потом убирать на кухне. На это у меня нет времени. Это все из-за экономии времени, потому что в курятник я приезжаю всего лишь на несколько часов.
иду и смотрю, видите, кто это сделал? Непослушные. Кто снес яйцо? Кто снес яйцо? Каждый свой приезд не просто доливаю воду в эту миску, в эту ванну, а хорошо ее мою. С ёршиком все мою, а только потом набираю чистую воду. Вода должна быть у птицы всегда чистая. Небольшой перерывчик, можно скушать яблочко. Ого, крепко держится. Это яблоки, которые растут у меня в курятнике. Огромное яблоко. Сегодня хочу выпустить немного кур на траву. Пусть погуляют. Вот так. Все бегом на траву. Уезжать я буду сегодня поздно, поэтому дождусь, пока они все зайдут, и потом только уеду. Потому что закрыть кур днем, загнать в вольер невозможно. Ни под каким предлогом они сейчас все туда не зайдут. Поэтому только нужно дождаться темноты. А так как я хочу, чтобы мои куры покушали зеленую траву, ну и еще работы здесь много, поэтому пусть покушают, а я иду дальше продолжать работать на огороде.
Маруся приучает постепенно к хозяйству.
Угощение, сладости. Переспевший арбуз с удовольствием кушают куры. Выпустила погулять и молодых курочек, молодок и петушков.